Вы не поверите, из чего эти булочки. Обычный творог, яблоко, щепотка лимонной цедры, а вкус такой домашний, мягкий, ароматный. Никаких дрожжей, минимум времени и очень простой состав. Сейчас покажу рецепт, который вам точно понравится. Привет, друзья! С вами Сергей. И сегодня мы печем замечательные творожные булочки с яблоком и лимоном. Творог у меня вот такой вот магазинный, ровно 300 граммов. Сейчас я все покажу поэтапно. Сперва нам нужно взять емкость, в которой мы будем все это приготавливать. Для 300 грамм творога я использую 100 грамм сахара. Ну, смотрите, сахар можете на свое усмотрение класть, конечно. Кладу одно яйцо. А также щепотка соли. И теперь тщательно размешиваем яйцо с сахаром и солью. Добавляем еще ванильный сахар или ванилин. И размешиваем. Полученную массу мы высыпали творог и хорошенько размешали. Вот так вот. Творог у меня достаточно влажный. Если он сильно сухой или комковатый, конечно, лучше пропустить его даже через сито. Так будет результат гарантирован. Для 300 грамм творога у меня ровно 300 грамм муки. Высыпаем, наверное, не всю муку, поэтому покладем вначале какую-то часть, посмотрим, чтобы у нас тесто было не сильно густое. Довольно-таки такое липкое, знаете ли. Как для фактически сырников. Размешиваем, а также сюда, в нашу массу, добавляем растительное масло. 60 миллилитров. Тесто нужно хорошенько размешать, чтобы оно было такое, слегка прилипало к ложке, но держало форму. Тесто пускай немножко у нас разойдется, а теперь берем, чистим яблоко. У меня в данном случае 2 яблока, ну я думаю, на это количество подойдет, наверное, штучки 1,5. Чистим яблоко и натираем на крупной терке. Можно, кстати, это сделать, нарезать кубиками, тогда наши булочки будут с кусочками яблока. Но я хочу сделать более однородное такое тесто, равномерное, можно сказать. Почищенные яблоки натираем на терку. Порядок. Яблоки мы натерли. Смотрите, если у вас яблоки сильно сочные, я рекомендую отжать немного их, чтобы не было излишнего сока в нашем тесте. Добавляем наше яблочко и тщательно перемешиваем. В яблочно-творожную смесь высыпаем чайную ложку соды. Сода очень хорошо сыграет с кисломолочным продуктом, творогом, и не нужно никакого разрыхлителя. На это количество, напоминаю, чайная ложка соды. А теперь в наше тесто берем лимончик и для аромата и вкуса натираем цедру лимона. Стараемся сильно глубоко не протирать его, чтобы у нас не горчило тесто. Ух, на всю кухню пахнет лимон. А также выдавливаем сок лимона. Для нашего объема теста требуется порядка 2-3 столовых ложек лимонного сока. Я это выдавлю руками. Но вы можете использовать какое-либо приспособление. А теперь полученную массу вымешиваем до однородности. Я немножко добавил муки сюда, чтобы можно было это тесто раскатать для такого небольшой колбаски и сформировать наши лимонно-творожные булочки. А теперь присыпаем мукой нашу поверхность. Вот так вот. Выкладываем наше тесто. Я думаю, можно его разделить на несколько частей, чтобы было удобнее работать. Давайте вот так вот на 2 части его разделим. И сейчас просто формируем такую вот колбаску, которую можно будет потом разрезать на части и сформировать уже наши вкусные булочки. Смотрите, я сформировал такую колбаску, а теперь просто отрезаю порционно вот такие вот кусочки, которые мы будем уже скатывать в такие как шарики. Этот можно и поменьше. Вот. И скатываем их вот такие вот шарики. Формируем равномерную форму.
Пока складываем их по отдельности. А теперь сформованные наши булочки перекладываем на противень с бумагой. Стараемся держать расстояние побольше между булочками, потому что они хорошо подходят и чтобы они у нас не объединились. Так. Делаем это вот так. Тесто очень мягкое, такое нежное-нежное. А теперь размешанный желток отдельно от белка, один желток. По-хорошему сюда можно добавить еще и молочка, я немножко добавил сюда воды. И кисточкой наносим, чтобы они у нас были повеселее немножко. Когда подпекутся, был более такой красивый, однородный цвет. Можно просто их окунуть в сахар, кто любит более сладкое. А я сейчас вот так их покрою глазурью и сверху немножко присыплю сахарком. Посмотрите, полный порядок. С этим мы справились. Ну а теперь по желанию можно просто взять сахарок и сверху их вот так вот произвольно присыпать, чтобы немножко подсластить наши булочки. Можно посыпать корицей с сахаром, будет более такой ароматный вкус. Но я сделаю именно, чтобы чувствовался хорошенько лимончик у нас. А теперь в разогретую предварительно духовку выкладываем. Друзья, прошло 25 минут, и вот такие вот у нас коржики творожные, булочки получились. Посмотрите, они мягкие, они не твердые. Имеют вот такую пористую структуру. Яблок тут не видно, но на вкус мы сейчас все это попробуем. Очень вкусная цитрусовая нотка, приятная. Творожное тесто, умеренная сладость. Прекрасный вариант к чаю. Быстро приготовить можно. И, скажем так, разнообразить свое повседневное меню. Спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита. До следующих встреч.